Вода в стакане, который вы держите в руке, меньше суток назад могла быть чьими-то сточными водами из канализации. И самое неожиданное, по чистоте она способна обойти ту бутилированную воду, за которую вы платите в магазине. Звучит как безумие, от которого хочется отставить стакан подальше. Но прямо сейчас сотни тысяч людей в разных уголках планеты пьют именно такую воду каждый день. И делают это уже больше 50 лет. Их города оказались в ситуации, где выбор был простым — научиться превращать канализацию обратно в питье или медленно умирать от жажды. И они научились с помощью технологий, которые кажутся почти фантастикой. В этом ролике мы пройдем весь путь одной капли. От момента, когда вы спускаете воду в слив, до того мгновения, когда очищенная до молекул вода снова течет из крана. Вы узнаете, почему ученые называют ее одной из самых безопасных на Земле, и почему главный барьер на ее пути находится не в трубах, а у нас в голове. Приготовьтесь. После этого видео вы уже не будете смотреть на обычный стакан воды прежними глазами. Прежде чем разбирать технологии, давайте честно ответим на вопрос, который наверняка вертится у вас в голове. Почему при одной мысли о такой воде становится не по себе? У этого чувства есть название — фактор отвращения или yuck-factor. Это древний защитный механизм. Наш мозг научился избегать всего, что связано с нечистотами, потому что когда-то это спасало от болезней. Проблема в том, что отвращение срабатывает мгновенно и не слушает никаких доводов рассудка. Психологи изучали этот эффект и обнаружили любопытную вещь. Если стакан чистой воды всего на секунду коснуть предметом, который лишь выглядит грязным, многие люди отказываются пить, хотя прекрасно понимают, что вода осталась безупречной. Логика говорит одно, а древний инстинкт кричит другое. И чаще всего побеждает инстинкт. Именно поэтому переработанную воду годами преследовал убийственный ярлык «из унитаза в кран» — «toilet to tap». Всего 3 слова, но они оказались мощнее любых научных отчетов и результатов лабораторных проверок. Ярче всего это показала история города Сан-Диего. Еще в начале 90-х, страдая от жестокой засухи, город начал разрабатывать проект переработки воды, чтобы пополнять свои запасы. Инженерная часть была продумана, технологии готовы, но затем в дело вступили те самые 3 слова. Пресса, телевидение и часть местных политиков подхватили лозунг «из унитаза в кран». В эфире показывали унитаз, соединенный трубой прямо с кухонной раковиной, образ, который намертво врезался в память горожан. К концу 90-х городской совет свернул проект. Инженерия была готова. Люди оказались не готовы. И вот здесь кроется главный парадокс нашей истории. Настоящее препятствие на пути этой воды вовсе не грязь, микробы или химия. Все это наука научилась убирать десятилетия назад. Главный барьер находится у нас в голове. И чтобы понять, как его удалось преодолеть, нужно отправиться туда, где у людей просто не было выбора. Отправимся в самое сердце Южной Африки, в город, где переработанная вода — не смелый эксперимент, а вопрос выживания уже более полувека. Это Виндхук, столица Намибии, одной из самых засушливых стран континента. Виндхук стоит буквально посреди пустыни. Ближайшие крупные реки находятся за сотни километров. Дождей выпадает ничтожно мало, а население города растет. К 60-м годам прошлого века ситуация стала критической. Местных источников воды катастрофически не хватало, и город оказался перед лицом настоящей жажды. Импортировать воду издалека было слишком дорого и ненадежно, а других вариантов природа не оставила. И тогда инженеры пошли на шаг, на который до них не решался никто в мире. В 1968 году в Виндхуке заработала станция Горангап, первое предприятие на планете, начавшее превращать городские сточные воды напрямую в питьевую воду. Не для полива, не для промышленности, а именно для того, чтобы ее пили люди. То, что для остального мира казалось табу, здесь стало обыденной необходимостью.
С тех пор прошло больше 50 лет. Старую станцию сменила новая, построенная в 2002 году. Она способна давать около 21 миллиона литров питьевой воды в сутки. Сегодня почти все население Виндхука пьет воду, часть которой еще недавно была канализационными стоками. И делает это спокойно, из поколения в поколение. Никакой катастрофы не случилось. Случилось ровно обратное. Город выжил и продолжает расти. Виндхук доказал главное. Технически это возможно и это безопасно. Но чтобы понять, как обычные стоки превращаются в воду, которую не стыдно налить в стакан, нам нужно заглянуть внутрь самой станции и разобрать процесс по шагам. Итак, заглянем внутрь станции и проследим, что происходит со стоками с первых секунд. Важно понять, превращение канализации в питье — это не один волшебный аппарат, а длинная цепочка барьеров, где каждый следующий убирает то, что пропустил предыдущий. И начинается все с довольно грубой работы. Сначала вода проходит механическую очистку. Специальные решетки задерживают весь крупный мусор, который попадает в канализацию, а песколовки осаждают песок и мелкие твердые частицы. Затем вода отправляется в огромные отстойники, где действует простая физика. Тяжелые примеси медленно оседают на дно, а жир и легкая пленка всплывают наверх, откуда их снимают. Уже на этом этапе вода избавляется от значительной части загрязнений. Дальше в дело вступают главные труженики очистки — миллиарды бактерий и микроорганизмов. Это называется биологической очисткой или методом активного ила. Микробы буквально поедают растворенную в воде органику, превращая ее в безопасные вещества и собственную биомассу. Чтобы эта невидимая армия работала активнее, воду насыщают кислородом, продувая через нее воздух. По сути, инженеры просто создают идеальные условия для процесса, который в природе идет сам по себе, только медленнее. После всех этих ступеней вода выглядит уже вполне прилично, прозрачной и очищенной от основной грязи. Во многих городах мира именно такую воду спокойно сбрасывают обратно в реки и моря, и она считается безопасной для природы. Казалось бы, дело сделано, но пить ее пока нельзя. В воде все еще остаются вещи, которые не задержали ни решетки, ни бактерии. Вирусы, растворенные соли, следы лекарств и химических соединений. И вот именно здесь, где обычная очистка заканчивается, начинается настоящая наука. Та, что и превращает эту воду в питьевую. Здесь начинается технология, которую по праву можно назвать сердцем всего процесса. Очистка через мембраны. Сначала вода проходит через микро- и ультрафильтрацию. Это мембраны с порами настолько крохотными, что сквозь них не может протиснуться ни бактерия, ни даже большинство вирусов. Представить масштаб сложно. Отверстие в такой мембране в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Все, что крупнее молекулы воды, остается снаружи и отсеивается. Уже после этого этапа вода становится кристально прозрачной. Но настоящая звезда процесса — следующая ступень — обратный осмос. Это та же технология, что используется для опреснения морской воды, и работает она почти на пределе возможного. Воду под большим давлением продавливают через мембрану, устроенную так хитро, что сквозь нее проходят практически только молекулы самой воды. Соли, остатки лекарств, вирусы, тяжелые металлы, любая растворенная химия — все это отсекается и уходит в концентрат. С другой стороны мембраны собирается вода почти идеальной чистоты. Чтобы оценить, насколько тонкая эта работа, достаточно одной цифры. Крупнейшая в мире станция такого типа находится в округе Ориндж в Калифорнии и работает с 2008 года. Она пропускает через свои мембраны около 490 миллионов литров воды в сутки. Этого хватает, чтобы обеспечить водой примерно 1 миллион человек. Гигантские залы, заставленные рядами белых труб с мембранами, напоминают скорее космическую станцию, чем очистное сооружение. После обратного осмоса вода уже настолько чиста, что превосходит по этому показателю большинство природных источников.
Но инженеры на этом не останавливаются. Впереди еще один барьер, придуманный специально для того, чтобы уничтожить даже те редкие молекулы, которым каким-то чудом удалось проскочить сквозь мембраны. Чем важнее результат, тем меньше права на случайность. Поэтому в дело вступает еще один барьер — продвинутое окисление. Финальная страховка всей системы. Работает эта ступень на первый взгляд просто. Воду обрабатывают ультрафиолетовым светом, а для усиления эффекта добавляют перекись водорода или озон. Мощное ультрафиолетовое излучение убивает любые микроорганизмы, которые теоретически могли уцелеть, а в сочетании с химией оно запускает особую реакцию. В воде образуются крайне активные частицы, которые буквально разрывают на части сложные молекулы. Например, следы лекарств или промышленной химии, если они каким-то чудом проскочили сквозь мембраны. В результате из системы выходит вода почти дистиллированной чистоты. И тут возникает неожиданный поворот. Она оказывается слишком чистой, чтобы сразу подавать ее людям. В такой воде нет вообще ничего. Ни солей, ни привычных минералов. А именно они придают воде вкус и нужны нашему организму. Пить абсолютно пустую воду постоянно не стоит, да и трубопроводам она вредит, вытягивая минералы из стенок. Поэтому на последнем шаге воду, наоборот, обогащают. В нее добавляют минералы, чтобы вернуть привычный вкус и сделать ее безопасной для организма и для труб. Получается почти парадокс. Сначала из воды с огромным трудом убирают все до последней молекулы, а затем аккуратно возвращают часть полезных веществ обратно. Вот теперь эта вода готова. По чистоте она превосходит большинство того, что течет в природных реках и озерах. Но именно на этом месте инженерия сталкивается с той самой психологической стеной, о которой мы говорили в начале. И решать эту проблему пришлось не менее хитроумным способом, чем саму очистку. Как убедить людей пить воду, которую разум признает чистой, а древний инстинкт по-прежнему отвергает? Инженеры нашли изящный обходной путь. Они решили не спорить с психологией, а использовать ее в свою пользу. Идея оказалась гениально простой. Вместо того, чтобы вести очищенную воду прямо в краны, ее сначала возвращают в природу, закачивают в подземный водоносный горизонт или в водохранилище. Там она смешивается с обычной водой и отдыхает неделями, а то и месяцами. Затем ее снова забирают как самую обыкновенную воду из источника и уже привычным путем подают в город. Специалисты называют этот прием непрямым повторным использованием, а неофициально его зовут природным буфером. С точки зрения химии, этот крюк почти ничего не добавляет. Вода и без того безупречно чиста. Но для человеческого восприятия он меняет все. Одно дело — пить воду прямо из очистной трубы, и совсем другое — знать, что она полежала под землей и прошла через природный источник. Психологический барьер отступает, хотя, по сути, в стакане та же самая вода. Инженеры просто дали древнему инстинкту то, что он хотел увидеть. Именно так работает крупнейшая в мире станция в округе Ориндж, о которой мы уже говорили. Очищенную воду там закачивают глубоко под землю в общий водоносный горизонт, откуда она через несколько месяцев снова поступает в систему водоснабжения. За годы работы эта станция дала сотни миллиардов литров воды и ни разу не подвела. При этом жители округа воспринимают ее как совершенно обычную воду из-под крана. Этот подход годами оставался золотым стандартом. Он и безопасен, и психологически приемлем. Но у него есть очевидный минус. Он требует подходящего водоносного слоя или водохранилища, а они есть далеко не везде. И тогда самые смелые города задали дерзкий вопрос. А что, если убрать этот природный крюк совсем? Убрать природный буфер и подать очищенную воду прямо в водопровод. Именно этот смелый шаг называется прямым повторным использованием. Долгое время он считался почти немыслимым, но несколько городов и целых стран доказали, что при должном уровне контроля это реально и безопасно. Дальше всех здесь продвинулся Сингапур.
город-государство, у которого почти нет собственных источников пресной воды. Здесь переработанную воду не стали прятать за стыдливыми названиями, а наоборот, превратили в предмет национальной гордости под звонким брендом New Water. Ее очищают по тем же принципам: мембраны, обратный осмос, ультрафиолет, и разливают в бутылки, которые раздают на государственных мероприятиях. Власти сознательно сделали то, чего боялись другие. Показали людям эту воду открыто и с гордостью, превратив вчерашнее табу в символ технологического успеха. Другой показательный пример — город Уичито-Фоллс в Техасе. Когда в начале 10-х годов регион накрыла жестокая засуха, а запасы воды подошли к критической черте, у города просто не осталось времени на строительство подземных буферов. Тогда там запустили систему прямой переработки, напрямую соединив станцию очистки с системой питьевого водоснабжения. Это было временное, вынужденное решение, но оно помогло городу продержаться до конца засухи и показало всей стране, что прямая переработка работает даже в экстренном режиме. Постепенно менялись и законы. Долгие годы прямая переработка воды оставалась в серой зоне. Четких правил для нее просто не существовало. Но в 2023 году в Калифорнии утвердили одни из самых строгих в мире стандартов для такой воды, а с октября 2024 года они официально вступили в силу. Теперь города штата получили законный путь превращать сточную воду напрямую в питьевую, соблюдая жесткие требования безопасности. Мир медленно, но верно движется от эпохи, когда переработанную воду прятали и стыдились, к эпохе, когда ее показывают открыто. Но за всеми этими историями по-прежнему висит главный вопрос, который волнует каждого зрителя. А действительно ли эту воду так же безопасно пить, как обещают инженеры? Ответ, который дают ученые, звучит почти вызывающе. Она не просто безопасна, по многим показателям она чище той воды, что мы пьем каждый день, ни о чем не задумываясь. Чтобы понять почему, стоит взглянуть на одну неудобную правду о наших реках. Города издавна сбрасывают очищенные стоки в реки, а другие города, расположенные ниже по течению, берут из этих же рек воду для питья. Получается, что миллионы людей и так пьют воду, в которую выше по течению попали чужие стоки, просто разбавленные речным потоком. Специалисты называют это непреднамеренным повторным использованием, и происходит оно повсеместно, без всякого контроля за тем, что именно течет в реке. Теперь сравним это с переработанной водой. Она проходит через несколько независимых барьеров — мембраны, обратный осмос, ультрафиолет, и на каждом этапе ее проверяют десятки, а то и сотни раз. За ее качеством следят непрерывно, круглые сутки, по параметрам, которые обычной речной воде и не снились. Выходит парадокс. Вода из-под крана в приречном городе может контролироваться куда слабее, чем та, что прошла полный цикл переработки. Лучшее доказательство — слепые дегустации, которые не раз устраивали в разных странах. Людям давали попробовать несколько образцов, не говоря, где какой, и переработанная вода регулярно оказывалась в числе лучших по вкусу, обходя и водопроводную, и бутилированную. Когда ярлык «из унитаза в кран» исчезает, а на столе стоит просто стакан прозрачной воды, разум и вкус выносят честный вердикт. Получается, что весь наш страх держится не на фактах, а на одном лишь происхождении воды. Мы боимся не того, что в стакане, а того, чем эта вода была вчера. И вот здесь стоит вернуться к самому началу нашей истории, к тому стакану, с которого все началось. Теперь вы знаете о нем все. Знаете, какой невероятный путь прошла эта вода. От слива в канализацию через решетки, отстойники, армию бактерий, мембраны обратного осмоса и ультрафиолет до кристально чистой капли, готовой вернуться к вам в кран. И, пожалуй, главный вывод этой истории неожиданно прост. Чистота воды определяется вовсе не тем, где она была вчера, а тем, через что она прошла сегодня. Вода не помнит своего прошлого, у нее нет памяти.
Значение имеет только одно — сколько барьеров она преодолела и насколько тщательно ее проверили, прежде чем налить в стакан. С этой точки зрения переработанная вода — одна из самых честных и контролируемых на всей планете. Города вроде Виндхука, округа Ориндж и Сингапура показали остальному миру дорогу. И по мере того, как население планеты растет, а засухи становятся все жестче, все больше городов будут вынуждены пойти по этому же пути. Скорее всего, уже через несколько десятилетий вода, прошедшая полный цикл переработки, станет привычной нормой, и наши потомки будут удивляться, чего же мы так боялись. Ведь настоящий барьер всегда был не в трубах и не в воде, а исключительно у нас в голове. А как бы поступили вы? Отпили бы вы из такого стакана, зная весь его путь? Или инстинкт все же оказался бы сильнее доводов науки? Обязательно напишите свой честный ответ в комментариях, а заодно прочитайте, что думают другие. Там наверняка развернется интересный спор. Если это видео помогло вам взглянуть на привычную воду по-новому, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и близкими и, конечно, подписывайтесь на канал «Координаты неизвестного», чтобы не пропустить новые истории о том, как устроен наш мир. Спасибо, что были с нами до конца. И до встречи в следующем выпуске.